Всем привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. Мне часто пишут про жуткие дома, заброшенные деревни, страшные места. По словам рассказчиков, в таких домах творятся настолько ужасные вещи, что находиться там невозможно. Сегодня как раз такой дом. Парень после стрима связался со мной и рассказал, что якобы в деревне есть дом с нехорошей славой. Этот дом хотели купить новые хозяева, но жители деревни пытались их отговорить. Они говорили, что этот дом проклят. Но новые хозяева не поверили. Сказали, что это все предрассудки и суеверия. Некоторое время новые хозяева приезжали, что-то делали по дому, пытались его восстановить, но вскоре перестали приезжать по неизвестным причинам. И дом снова стоит уже несколько лет брошенный. Люди из этой деревни думают, что хозяева столкнулись с чем-то потусторонним, с проявлением бесовщины. Сегодня я намерен проверить эту легенду и проведу в доме всю ночь. Я либо подтвержу, либо опровергну легенду о проклятом доме. Дело в том, что этот дом находится вдалеке от местности. Его видно с дороги, но дороги к нему нет. Приходится идти по вот такому снегу, по глубокому, некое расстояние. Вот, друзья, этот дом. В ночи, конечно, все выглядит как-то страшнее. Я видел этот дом с дороги, и он выглядел совсем по-другому, чем сейчас ночью. Чё за... Какого черта? Фонарик надо выключить. Я не понимаю. Мне сказали, там никто не живет. Черт, я не понимаю, что за ерунда. Окна без занавесок. На вид как будто бы пустой дом. Электричество, провода какие-то идут к этому дому. Черт. Может быть, из-за того, что я свечу фонариком, кто-то там проснулся. На двери замка нет. Следов тоже нет. Там есть кто-нибудь? Люди?
На вид там как будто бы никто не живет. Тут есть кто-нибудь? Мне сказали, тут никто не живет. Тут кто-нибудь есть? Не знаю, друзья. Попробую войти. На вид там просто заброшенный дом. Даже входная дверь открыта, которая идет в основной дом. Сейчас мороз, минус 18 градусов. По идее, если бы там кто-то был, она была бы закрыта. Люди, если вы тут, скажите, я уйду. Мне сказали, тут никто не живет. Тут есть кто-нибудь? Тут кто-нибудь есть? Черт, твою мать. Мне чуть сердце не выпрыгнуло. Я подумал, что сзади кто-то. Люди, вы тут? Скажите, если вы тут, я сразу уйду. Здесь холодно и пар идет. Не похоже, чтобы тут кто-то жил. Кто-то вообще мог тут находиться в такой холод. Конечно, в лучах фонарика атмосфера здесь очень жуткая. Присутствует будто какое-то давление, знаете, еще. Все старое. Здесь никого нету. Остается вопрос, что могло скрипеть. Этот скрип не похож на тот, который был, но тут есть очень старинное зеркало. Оно будто прогнило. Такое даже, честно, смотреться не хочется. Это она скрипела. Друзья, после мерцания света и скрипа я будто всем телом ощущаю страх от этого дома, и мне тут очень сильно неприятно находиться.
Возможно, я накручиваю, нагнетаю обстановку, и мерцание со светом, может быть, какие-нибудь проблемы с электричеством в деревне, я не знаю, какие-нибудь сбои, а движение этой дверцы могли быть из-за ветра, когда я открыл дверь. Возможно, получился сквозняк. Сейчас я схожу в машину за приборами, измеряющими скорость ветра, и возьму Эми. Эти приборы измеряют скорость ветра. Я расположу 2 штуки в этой комнате, чтобы знать, есть ли сквозняк или нет. Он издает звук при малейшем движении ветра. Сам же я сейчас измерителем электромагнитных волн обследую весь дом. Пока никаких показаний нету. Черт возьми, а где он стоял? Ничего нет, никаких показаний. Не знаю, друзья, все очень странно. Возможно, конечно, было падение из-за того, что шатаются полы. Полы здесь ходят ходуном. Все трясется просто. Я не помню, где он стоял именно. Я на него совсем не обратил внимания. Но показаний никаких нет остаточных. Черт возьми, какой-то старинный шкаф. Выглядит, конечно, впечатляюще. Черт, фонарик. Батарея, похоже, садится. Здесь тоже показаний никаких нету. А разряжается все из-за холода, не из-за мистики. Да блин, совсем сел, что ли? Совсем сел, что ли? Это уже совсем не похоже на совпадение. Охренеть. Я сейчас был совершенно на других полах, получается. Нет никаких остаточных показаний. Будто это все происходит само по себе, либо эта сущность не обладает никаким излучением. Это не ветер. Мои датчики не сработали.
Никакого ветра нет. И я сейчас иду. Она никуда не двигается. Датчик работает. Слышите? Тихие шумы. В обычном положении рация находится в спокойном состоянии и не шумит. Сейчас здесь прослеживаются какие-то маленькие шумы, непонятные. Сейчас, я думаю, надо идти за остальной техникой, чтобы более подробно изучить этот дом. Конечно, здесь множество вещей произошло, которые можно объяснить. Но личный страх, личные ощущения, которые я здесь испытываю, я все-таки думаю, что это не совпадение. Я проведу здесь ночь и постараюсь в этом убедиться. Блин. Стойте. Какого черта? Я свет это оставлял. Так быстро разлиться он не мог. Твою мать! Камера работает, но не пишет. Свет работает. В данный момент я установил 3 камеры и решил одну комнату попробовать красным светом. Говорят, что в красном свете можно увидеть гораздо больше. Сегодня я проведу такой эксперимент. На самом деле очень холодно, наверное, надо передвинуть печку поближе, чтобы далеко ее поставил. Какого черта? Связь обрубилась. Получается, с дальней комнаты. Какого черта там происходит? Дверь открылась. Дверь открылась. Там есть кто-нибудь? С печки слетел. Что там происходит? Фу, мать, второй.
что происходит. Подумал, сейчас дверь откроется, и оно нападет на меня. Не отключились две камеры, которые наблюдали именно там. Такое чувство, что оно не хочет, чтобы за ним наблюдали. Что там такое? Твою мать, там что? Вроде успокоилась. Охренеть. Блин, что-то не включается. Это все хорошо. Надеюсь, запись осталась. Здесь вроде не сильное падение. Друзья, это существо просто все раскидывает и ведет себя так, будто полтергейст. Он раскидал все мои камеры и еще некоторые предметы по дому. Сейчас я попробую подключить тепловизор. Может быть, его так удастся заснять. Итак, друзья, я установил тепловизор и камеру. Они сейчас работают в паре. Снимают эту комнату. Вот так это все выглядит. Я по-прежнему буду находиться в той комнате. Так, видно, все хорошо, все замечательно. Вот эти желтые края, сверху и снизу, это камера, она излучает тепло. Тепловизора, к сожалению, разрешение гораздо меньше. Черт возьми. Сейчас видел какой-то шар. Теплый шар. На той камере ничего не было.
Что это за фигня такая? Охренеть. Я сейчас смотрю повтор. Тут явно видно шар. И он теплый. По крайней мере теплее, чем остальная атмосфера. Говорят, что все потустороннее, холодное. Но этот шар, это энергия. Она теплая. Она теплая. Я там ничего не вижу. Она стоит прямо. Оно идет. Оно идет сюда. Черт возьми. Оно идет сюда.